Извечный вопрос туристов, посещающих Юго-Восточную Азию, а что это за ниточка, которую повязывают монахи в храмах? Многие считают, что это веревочка на исполнение желаний. На самом деле нитка, которую повязывают в храме монахи, имеет свое название – сайсин и означает «священная защитная нить Будды». Перед тем, как повязать ее вам на руку, женщине на левую, мужчине на правую, монах начинает читать мантру. Считают, что сайсин обеспечивает защиту, делает заслугу и дарует крепкое здоровье тому, кто носит священную нить. Цвет ниток обычно белого цвета, так как белый цвет в буддизме олицетворяет чистоту, хотя могут использоваться и другие цвета, включая красный. Это может зависеть от региона или отдельно взятого храма. Но сайсин не только носят на запястье. Если вам удастся посетить буддийский храм в момент важных буддийских праздников, вы сможете увидеть много белых нитей, подсоединенных к основному изображению Будды. Также сайсин используют на свадьбах, похоронах и церемониях благословения при переезде людей в новый дом. Значимость круга, почему именно вокруг запястья? Когда нить образует круг, считается, что защитные силы действуют сильнее, так как круг является непрерывным. Сила числа 3. 3 – важное число в буддизме, поскольку оно представляет собой 3 сокровища или 3 драгоценности буддизма. Будда, Дхарма – закон учения Будды и Сангха – монашество. Когда вы увидите тайских буддистов в храме, то можно заметить, что они будут часто стоять на коленях перед главным изображением Будды и делать 3 раза поклон, касаясь ладонями пола, прежде чем соединить руки вместе, чтобы сделать уважительное вай. Именно поэтому считается, что если сайсин завязан вокруг вашего запястья, в идеале вы должны держать его на руке как минимум 3 дня. Вам не обязательно быть буддистом, чтобы принять сайсин. Просто подумайте о священной защитной нити как о талисмане на удачу. Но никогда не отказывайтесь принять ее, если вам предлагают. Это было бы неуважительно по отношению к лицу, предлагающего сайсин. Подумайте, что всего лишь это акт гостеприимства и пожелания вам своего самого доброго. Вы должны принять сайсин с благодарностью. В Таиланде считается, что священная защитная нить сайсин может быть повязана не только монахами, но просто почитаемыми и уважительными людьми, обычно старшими по возрасту, в зависимости от обстоятельств. Если вы хотите, чтобы монах повязал защитную нить сайсин вокруг вашего запястья, то вы в знак уважения можете сделать небольшое пожертвование. Ящики для пожертвований вы увидите около монаха. Женщинам не разрешается прикасаться к монахам и смотреть на него. В буддизме это считается недопустимым. Обратите внимание, когда будут повязывать сайсин женщине, и вы увидите, как ловко монахи приспособились сделать это, не задевая ее руки. Считается, что сайсин лучше держать на своем запястье до конца месяца или до тех пор, пока нить сама не развяжется. Но если вы принудительно не хотите делать этого, то вы можете носить ее в течение минимум 3 дней, что идеально подходит и означает, что вы получили заслугу и одарили себя. Древние тайские традиции также гласят, что вы должны аккуратно развязать сайсин при снятии, а не резать его. В этой замечательной процедуре важна не сама веревочка, а именно благословение монаха, сам процесс.
монах при завязывании цветной нитки обязательно говорит что-то хорошее. Именно его слова важны на самом деле. Считается, что удача будет преследовать того, кто получит благословение монаха, и при этом сопровождать она будет независимо от того, носите ли вы сайсин или сняли. Если же нитка слетела с руки сама, и вы даже не заметили этого, убиваться не стоит. Значит, ее время пришло. Она выполнила то, для чего была повязана на руку, и теперь просто ушла. Отпустите.